Если вы со мной очень давно и подписаны на мой канал где-то около года, а то и, наверное, и больше, то вы когда-то видели у меня ролик на канале, что в моей спортивной сумке. Я решила его освежить, обновить, потому что все-таки я сейчас больше и чаще хожу в тренажерный зал, я, конечно, занимаюсь в домашних условиях, но как таковая сумка спортивная у меня, как видите, увеличилась. Если в прошлом ролике, кстати, ссылочка на него будет тоже здесь, я показывала вам, что в моем рюкзаке, в маленьком, розовеньком, очень скромном и невместительном, сейчас у меня есть огромнейшее сумище, куда я, наверное, вмещаю, всю свою жизнь, потому что в тренажерном зале я нахожусь, наверное, около 30% из моего дня в сутках, потому что я снимаю ролики здесь, я тренируюсь здесь, я хожу в сауну здесь. Так что, если вам интересно, что находится в моей спортивной сумке, что касается одежды, косметических средств, что с собой я беру в сауну, то продолжаем смотреть этот ролик. Так, давайте посмотрим, что находится в маленьком карманчике. И здесь у меня очень крутой антипреспирант, который называется Dry Control, и который помогает предотвратить потоотделение, помогает его регулировать. В общем, очень крутая штука, и я такую вещь искала очень и очень давно. Если быть с вами честной, то у меня немножко повышенное потоотделение, и вообще у людей, у девушек, у парней, которые часто занимаются спортом, они часто, естественно, потеют, и необходима хоть какая-то защита от запаха и от слишком водянистого состояния, если можно так сказать. Поэтому этот антипреспирант для меня просто находка. Его необходимо наносить всего лишь 1-2 раза в неделю, то есть он служит как база под ваш будущий дезодорант с любыми запахами, которые вы захотите. Кстати, здесь вот такой вот ролик, мне ролики даже больше нравятся, чем спрей. Его можно наносить не только в подмышечную впадину, как обычно все это делают, но также и на ноги, на ваши ладони и даже на голову. То есть это как регулятор вашего потоотделения. Стоит он, кстати, совсем недорого, как для такого качественного продукта, который абсолютно безопасен. В общем, я очень и очень довольна. Так, и дальше в этом же карманчике у меня находится купальник. Он у меня без лямок, потому что я обычно мажу на себя разные крема. В общем, мне они только мешают, эти лямки. Купальник самый обыкновенный. И, кстати, для него у меня пакетик. Когда у меня он мокрый будет после сауны, я его сразу же кладу в пакетик, чтобы у меня ничего не было мокрым. Нет, я не в детский сад хожу с этой сумкой. Это такая портативная зарядка, кстати говоря, в виде мишки. Ну как можно было пройти мимо такого мишки, зарядки? И, это вообще нужная, необходимая просто штука для блогера, для человека, который сидит очень часто в телефоне, для меня, то есть. И она, кстати, вмещает около 5 зарядов для айфона, допустим. Очень удобно, очень компактно, очень миленько, поэтому я вот как-то иногда просто кладу в сумку ее или вешаю себе куда-то на сумочку. Конечно, очень странно смотрится, как для девушки 24 лет, но почему бы и нет. Наверное, я начну с одежды. У меня, конечно, очень много спортивной одежды, но если я, к примеру, тренируюсь в тренажерном зале для себя, не снимая видео, то я, наверное, ношу все-таки одну и ту же одежду, чтобы она у меня была именно для моих тренировок, чтобы я могла ее затаскать. В общем, постоянно я не модничаю в тренажерном зале. Это если вы видите меня в разной яркой одежде, то это только для роликов, если будем честными, да. Поэтому я чаще всего ношу именно такой комплект. Это, кстати говоря, у меня все от Reebok. Они просто суперски моделируют вашу фигуру. Здесь по бокам в местах квадрицепсов идут такие вот немножко прозрачные сеточки. Крой очень необычный и интересный, я их просто обожаю. А дальше у меня идет вот такой вот топик ядерно-оранжевый. Я даже не знаю, как он на камере будет смотреться, но цвет просто потрясающий. Этот топик я могу просто так надевать, но иногда бывают дни, когда я, к примеру, переела, в общем, не в лучшей форме, и, конечно, хочется как-то что-то сверху накинуть, особенно когда кардио делаю, чтобы просто не смущаться как-то. В общем, я тоже, как обычный человек, могу просто напялить сверху какую-то футболку. Это тоже Reebok. Теперь кроссовки. Конечно, у меня они находятся в очень шуршащем пакете. Влюбилась в эти кроссовки, когда их только-только увидела. Я даже не знаю, что они мне напоминают. То ли какую-то галактику, то ли какой-то, знаете, вот как бензин разлился на асфальте, такой интересный цвет. В общем, эти кроссовки подходят, наверное, под любую одежду. Очень классно сочетаются с этим ярким
ярким топом, с черной одеждой, с белой одеждой. В общем, это тоже новая модель. Так, что у меня здесь дальше? Я, наверное, отсуну пока вещи, которые касаются сауны, и перейду дальше, конечно же, к корсету, потому что иногда я его надеваю все-таки. Я уже миллиарды раз говорила вам про этот корсет, для чего он мне нужен. Я его не надеваю с целью похудеть в талии, я его надеваю для того, чтобы не задействовать свои косые мышцы пресса, поэтому он у меня всегда лежит в моей сумочке. Дальше, что касается тренировок, у меня, конечно же, здесь перчатки. Перчатки, кстати, у меня очень классные. Во-первых, она очень хорошо фиксирует ваши кисти, ваши суставы, потому что, если кто помнит, когда мы были в Таиланде, я повредила себе вот это сустав вот здесь. Вот что-то я, видимо, неправильно как-то встала или резко встала. Хорошо не размялась, кстати говоря, поэтому я теперь очень слежу за своими суставами, очень прочно перевязываю. И, кстати говоря, они мне помогают, вот эти лямки, когда я, допустим, делаю мертвую тягу, вот так вот одеваю перчаточку, обматываю вот этой лямкой штангу, хватаюсь рукой за нее и помогаю себе тянуть. То есть у меня руки не устают раньше, чем это положено, и я дотягиваю последние повторы. Дальше у меня здесь вот такое приспособление. Я использую вот этот крючочек, эту лямочку на каждой ноге. Лучше было бы, конечно, чтобы у меня было 2 таких лямки на каждую ногу, но, к сожалению, у меня пока одна. То есть я с этой лямочкой делаю тягу в нижнем блоке на ягодицы. Если кто не понял мою речь сейчас, то я оставлю, если что, видео, как я это выполняю. Просто обалденнейшее упражнение для ягодиц. Я, наверное, делаю его в каждой своей тренировке для ягодиц и для ног. В общем, когда задействую эту нижнюю часть тела. Так, наверное, в большом отделе все, что касается тренировок, это все. И пройдемся по маленьким, потому что у меня здесь тоже очень много чего есть. И первое, это будет блокнотик. Очень миленький, очень девчачий. Кстати, это блокнот Pittybook. Если кто не знает, что это такое, это блокнот, где можно собрать все свои данные, все свои мысли в течение 5 лет. Я здесь иногда прописываю программу своих тренировок, что у меня произошло. В общем, это мой такой небольшой ежедневник, что мне необходимо сделать. Я помещаю сюда свой телефон, закрепляю этот чехол у себя на руке. Я просто на 80 уровне, когда у меня хорошая музыка в наушниках и тренировка проходит еще круче. В особенности, если у меня сейчас длительное кардио. Мне кажется, невозможна тренировка без хорошей музыки или какого-то сериала, чтобы эта тренировка вообще прошла, потому что если у меня не будет случайно, не дай бог, я забуду наушники или телефон, все, я, наверное, не сделаю тренировку, чем буду как-то втыкать в стену и бегать. Кстати, сейчас я смотрю сериал на английском, когда бегаю, «Как я встретила вашу маму». Посоветуйте мне какой-то еще сериал, потому что, наверное, все сериалы, которые только возможны, я пересмотрела. Вот «Как я встретила вашу маму» я еще не смотрела. Так что напишите в комментариях, что вы смотрите, когда или слушаете, когда делаете кардио. Еще в этом маленьком карманчике у меня находится мой фитнес-браслет. Если кто помнит, я рассказывала уже о нем, и я его всегда надеваю, когда у меня силовая тренировка или кардиотренировка, чтобы следить за своим пульсом. И вообще это очень интересно, но меня расстраивает, опять же, что его заряда хватает всего лишь на 2 дня, наверное. Но все равно, кстати, он от Sony, и он хорошо работает с айфоном моим, потому что с системой EOS он тоже работает. Ну и что же я беру с собой в сауну? Первое, это, конечно же, резиновые шлепки. Куда без них? Я очень часто их, к сожалению, забываю, но без них я просто не захожу в любые общественные сауны, души и так далее, потому что шлепки обязательно должны быть. Полотенце, самое обыкновенное полотенце, что тут рассказывать, длинное, я им застилаю, допустим, скамейки, на которые ложусь, когда захожу в сауну, или же просто вытираюсь, или же на голову себе наматываю, потому что, к сожалению, я потеряла свою шапочку для сауны. В эту косметичку я кладу все свои косметические средства, в общем, все, что мне может понадобиться в сауне. Первое, это, конечно же, расческа, которой я расчесываюсь, которой уже, наверное, года 2. Дальше у меня здесь шампунь от Mix It. Я его использую как шампунь для волос, иногда как гель для душа. Если я мою голову в этот день, то я использую обязательно после сушки волос феном вот такое вот масло от Schwarzkopf, обыкновенное масло, которому уже 300 миллионов лет. И, конечно же, у меня находится здесь мыло, которое в такой вот коробочке, мочалка из люфы, если я не ошибаюсь. Это просто вечная штука, и она очень хорошо скрабирует вашу кожу. Также в качестве маленькой, малюсенькой мочалочки для лица у меня есть вот такая вот черная штучка, я не
не знаю, из чего она сделана, но она просто обалденно скрабирует мое лицо. Я иногда ее использую просто так вот с мылом, скрабирую лицо, вытираю какой-то остатки макияжа, или же использую вместе с каким-то уже имеющимся скрабом. И что я использую в качестве скраба для лица? Это, конечно же, чистая линия. Мне кажется, этот скраб все знают, просто кому не лень. И что касается ухода за лицом, то у меня есть вот такой вот комплекс, состоящий из 3 шагов от Mix It. Он называется Perfect Skin. Я вам говорила, что расскажу вам свое мнение о этом комплексе, и он мне очень понравился. У меня уже все эти баночки закончились, и я закажу себе уже вторую версию. Опять обновлю эти баночки, потому что они, конечно, очень быстро закончились. Мне это не очень понравилось, но оно того стоит. Вот лично для моей кожи комбинированной мне они очень хорошо подошли. И еще у меня здесь находится скрабик для тела, которого совсем уже немножечко осталось. Я его настолько люблю, что полностью израсходовала. Rich Coffee Bean Scrub, мне кажется, все знают этот скрабик. У меня, к сожалению, нет кофеварной машинки, и я не делаю кофе себе дома. Но, конечно же, если у вас есть кофе и остается жмых после него, то в скрабе таком нет смысла. Вы можете сами сделать себе дома такой же скраб, добавить какие-то эфирные масла, и вот вам, пожалуйста, все готово. Так что это все, что касается моей косметички. И, наверное, на этом все, потому что больше ничего не осталось в моей сумке. Я надеюсь, вам этот ролик был интересен и в какой-то мере, может быть, полезен. Вы узнали, что находится у меня в сумке, когда я иду в тренажерный зал и посещаю сауну. Так что большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами встретимся совсем скоро. Всем удачи. Пока-пока.